Орхидея растит хорошие корни, орхидея растит листья, но при этом орхидея не цветет. Что с этим сделать? Но в первую очередь хочу сказать, что это совершенно нормально для небольших орхидей, орхидей подростков, которые вы недавно еще только получили или приобрели в магазине. Вот так выглядят эти орхидеи подростки. Также это нормально для орхидей, которые совсем недавно были пересажены. Если же у вас взрослое растение с шикарной корневой системой, с хорошими листьями, но при этом орхидея ни в какую не цветет, то, конечно, здесь надо разбираться, что случилось. Первой причиной может быть это вяло текущее заболевание, которое на данный момент еще совершенно никак не проявилось, листья в хорошем состоянии, корни не гниют, но при этом вы понимаете, орхидея не цветет. Попробуйте в этом случае пролить орхидеи фунгицидами. Возьмите тот же Привикур Энерджи как вариант, препарат Топаз и пролейте орхидею 2 раза с разницей в несколько недель. Бывает такое, уже не раз видела и в комментариях. Пролила орхидею фунгицидом, и орхидея зацвела. Значит, фунгицид стимулирует цветение орхидеи. Нет, фунгицид не стимулирует само по себе цветение орхидеи. Фунгицид просто убивает вяло текущие заболевания, борется с болезнями, с грибками, в результате чего орхидеи освобождаются силы, орхидеи зацветают. Поэтому, если других причин не выявлено, попробуйте пролить орхидею фунгицидом. Второй причиной может быть наличие вредителей орхидеи. Причем они еще могут никак не проявиться, быть в той стадии, когда визуально этого не видно, либо вы просто не замечаете, но у орхидеи есть вредители. Поэтому я и рекомендую делать профилактические обработки орхидей от вредителей. Как вариант, инсектоакарицид Аберон Рапид, например. Можно использовать Батрайдер. Актара все-таки больше лечебное средство. Я бы не рекомендовала ее использовать как профилактическое. Почему? Препарат действительно хороший, препарат действительно хорошо помогает в лечении орхидей от вредителей, но к нему есть привыкание. И поэтому, если вы профилактически все свои орхидеи обработаете 3 раза Актарой, то на протяжении года больше ей пользоваться не стоит, потому что помогать не будет. Поэтому профилактически лучше использовать те препараты, к которым нет привыкания. Как я вам сказала, Аберон Рапид, инсектоакарицид, который также идет и от клещей, либо препарат Батрайдер. Следующей причиной, почему орхидеи не цветут, это недостаток света. Орхидеи должны получать 12-14 часов в сутки света. Причем мы считаем и естественное освещение, и досветку. Если орхидея стоит на окне, то досветки будет достаточно где-то 12-24 Ватт мощность. Это я сейчас про мощность лампы вам рассказываю. Если же орхидея стоит где-то в глубине комнаты, то лучше брать лампы мощностью 35-50 Ватт. Единственное, правильно их размещайте, расстояние от листьев выдерживаете. Есть специальные программы, которые можно скачать на телефон и замерить, сколько ваши орхидеи получают света, достаточно либо недостаточно. И тогда вы поймете, стоит ли вам поменять лампы, либо их нужно разместить выше. Ну, бывают случаи, что нужно их разместить и ниже. Поэтому используйте бесплатные программы, их вы найдете в любом маркетплейсе. Как вариант, я размещу некоторые программы, которыми пользуюсь сама у меня в телеграм-канале, поэтому всех приглашаю. Переходите, ссылочка будет в первом закрепленном комментарии. Также орхидеи не хотят цвести, если в помещении высокая температура, более 22 градусов. В таком случае орхидеи дают деток, но не цветоносы. А для того, чтобы заложились цветоносы, нужна невысокая температура. 18-20 градусов, конечно, идеально, но даже до 22 градусов хорошо работают, тогда орхидеи закладывают цветочные стрелки, а они дают деток. Но если вам нужны детки, тогда наоборот высокие температуры. Что же делать, если поменять температуру в помещении мы не можем? Тепло, жарко, более 22 градусов. В таком случае можно устроить перепад температуры день-ночь. Но перепад температуры должен быть такой достаточно высокий, 8-10 градусов. Есть разные варианты, как это организовать. Я, например, использую в этих случаях балкон, выношу на балкон, и там есть перепад температуры. Когда эта зима вынести на балкон не представляется возможным, то можно ставить хотя бы на ночь
у балконной двери. Ну и использовать другие варианты понизить температуру в помещении. У меня есть отдельное видео, где я рассказывала, как правильно подготовить орхидеи к перепаду температуры, за сколько их до этого поливать и как ухаживать в момент, когда орхидеи находятся на перепаде температуры. Ссылочка будет в первом закрепленном комментарии. Обязательно перейдите и посмотрите. Рабочий способ, много раз проверен не только мною, но и вами, мои любимые подписчики, о чем вы пишете в своих комментариях, поэтому очень рекомендую, пользуйтесь. Также причиной нецветения орхидей может быть перекормка их азотом. Если вы даете удобрения комплексные, либо моноудобрения, где очень много азота, тогда орхидеи будут шикарно наращивать листву, будут расти корни, но не будут у вас цвести. Как этого избежать? Чтобы заставить орхидеи цвести, дайте им удобрения, в составе которых калия больше, нежели азота. Можно давать в комплексных удобрениях, либо использовать такие препараты, как монокалий фосфат, могут называться монофосфат калий, разных производителей, тогда орхидеи замечательно закладывают цветочные стрелки. Понятно, не один этот препарат, а весь комплекс мер, который я вам рассказала, все вместе поможет орхидеям заложить цветочные стрелки. Если же вы хотите использовать комплексное удобрение, где азота меньше, чем калия, выбирайте, читайте вот эту вот формулу, видите, состав, и смотрим, сколько азота, сколько калия. Калия должно быть больше, нежели азота. Тогда орхидеи будут закладывать цветочные стрелки, а не гнать у вас зеленую листву. Как часто поливать орхидеи удобрением для цветения? Если это комплексное удобрение, то можно использовать практически в каждый полив. Если это вот такие препараты, монокалий фосфат, либо монофосфат калия для орхидей, тогда мы можем полить, например, 3 раза подряд, 1 грамм на 1 литр воды, либо поливать каждые 3 недели. Каждые 3 недели можно давать вот этот препарат. Можно сочетать при этом с комплексным удобрением. Например, 1 раз вы поливаете комплексным удобрением, 2 раз поливаете водой. 3-й полив даем монокалий фосфат. И так по кругу, по этой схеме мы поливаем удобрением орхидеи для цветения. Также есть отдельное видео, где я рассказывала разные свои схемы для полива орхидей, чтобы орхидеи цвели. Ссылочка будет в конце этого видео, тоже переходите, обязательно посмотрите. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие еще моменты помогают орхидеям зацвести. Конечно, есть много лайфхаков. Например, устроить орхидеям темную. Тоже мы с вами такой эксперимент проводили. Банановая настойка для орхидей. Тоже использовали. Кстати, хорошо сработала, хотя изначально я в нее не верила. Пишите, пожалуйста, свои лайфхаки, как вы орхидеям, которые, скажем так, жируют, растят листву, растят корни, но при этом не хотят цвести, как вы помогли орхидеям зацвести. Всем желаю хорошего дня, а вашим орхидеям длительного, пышного, красивого цветения на протяжении всего года, чтобы они вас обязательно радовали, доставляли только удовольствие. Всем пока-пока!